Сегодня «Порочная страсть», 2012 год, автор сценария и режиссер Николас Джареки, в ролях Ричард Гир и Сьюзан Сарандон, Тим Рот. Бюджет 12, сборы $35,5 миллионов. Сюжет. Мультимиллиардер Роберт собирается продать инвестфонд, которым управляет вместе с дочерью. Он скрывает ото всех, что из-за неудачной сделки ему пришлось подделать креативный учет, чтобы покрыть инвестиционные потери и избежать ареста за мошенничество. Покупатель задерживает процесс сделки, у любовницы открытие галереи, жена требует 2 миллиона на благотворительность. В общем, обстановка нервозная, напряжение все нарастает и нарастает. Любовница устраивает ему скандал, что он опаздывает, не уделяет внимания, фраза, брошенная «ты никогда не уйдешь от нее», то есть всегда любовница заявляет о своих правах спустя какое-то время. Они вдвоем едут куда-то, Роберт за рулем, он совершает аварию, любовница погибает. И вот тут-то начинается настоящий кошмар. Ко всем тем проблемам, которые были, добавляется автоавария со смертельным исходом, да еще и любовницы. Он выбирается из машины, которая взрывается, звонит из автомата Джиму, сыну умершего личного водителя-афроамериканца, и просит его забрать на авто, что тот и делает. По пути Роберт объясняет Джиму, что их не было на трассе, а в это время они находятся дома, чтобы обеспечить себе алиби. Оба нервничают, Роберт, понимая, в какое дерьмо он вляпался, а Джим, не понимая, в какое дерьмо он вляпался. Попав домой, Роберт зажигает все улики, окровавленную одежду, переодевается и ложится рядом с женой. Он консультируется у адвоката, который советует ему во всем сознаться, но сделка тогда окажется под угрозой срыва. Всплывет его мошенничество, и он окажется в тюрьме на 20 лет. Дочь, анализируя баланс, заподозрила неладное. В это время к Роберту приходит детектив-актер Тим Рот по поводу аварии, задает вопросы. Потом едет к жене Роберта, чтобы подтвердить алиби, но она, ссылаясь на занятость, отшивает его. Копы, отследив звонок Роберта Джиму, допрашивают Джима, но ничего не добиваются. Джимми требует адвоката. Роберт нанимает адвоката афроамериканца Эрла, лучшего в Гарлеме. Джимми нервничает. Роберт обещает ему трасс на $2 миллиона за услугу не выдавать его. Детектив оказывает давление на Джимми, пугая его сроком в 15 лет, склоняя его к даче показаний против миллиардера. Миллиардера копы достать не могут, он им не по зубам. А прижать парнишку-афроамериканца – это запросто. Джим предстает перед большим жюри в суде, где сторона обвинения предоставляет фото с номером машины Джима с поста в районе аварии, что является косвенным доказательством причастности Роберта к этой аварии. Джим не может ничего понять, так как он возвращался там, где не было поста. В это время Роберт встречается с покупателем, блефует, грозится отменить сделку, составляет договор на черновике А4. Покупатель подписывает, Роберт чувствует себя победителем. Теперь надо разобраться с Джимми. Адвокат Эрл по указанию Роберта едет на этот пост и запрашивает снимок своего авто, проехавшего через этот пост 10 минутами ранее. Затем встречается с Робертом и его адвокатом. Роберт берет лупу и, сопоставив этот снимок со снимками якобы машины Джима, устанавливает подлог, то есть снимки были подделкой. Судья снимает все обвинения с Джима. Этот факт меня сразил наповал, честно говоря. То есть в Америке детективы могут пойти на подлог. Здесь тоже удалось все уладить, то есть Роберт сам вытащил себя из этой переделки. Адвокат составлял какие-то заявления, выполнял мелкие поручения, то есть у меня сложилось такое впечатление, что миллиардер мог бы обойтись и без адвоката, но, видимо, так не принято в Америке. Вечером перед приемом в поддержку онкологического центра Миллера жена обвиняет мужа в изменах, шантажирует, что не подтвердит алиби мужа и дает на подпись договор, по которому муж на старости лет оказывается без средств к существованию. Роберт тоже обвиняет супругу, что ему тоже многое приходилось терпеть, вечное недовольство, жалобы, пьянство, шопинг, тренеры, благотворительность. Ранее жена спрашивала дочь, что происходит, и сказала ей, что она должна делать то, что правильно для нее, не для отца, не для матери, а для нее. Наверное, каждый должен делать то, что выгодно прежде всего для него. Когда все ведут себя идеально, проблем не возникает. Ну вот муж завел любовницу, жене, конечно, это не нравится, и она за спиной мужа заботится о своем будущем и о будущем своих детей. Ну а главный герой, думая, что он по-прежнему хозяин положения и все контролирует, остается у разбитого корыта. Дети выросли, теперь они заботятся о своих детях. Ну что, очень интересный, захватывающий фильм.
Гир, Сарандон, Рот очень эмоциональны. Характеры персонажей позволяют актерам быть напористыми, активно жестикулирующими и поэтому очень убедительными. Жалко ли главного героя? Наверное, да. Но, как говорится, за что боролся, на то и напоролся. Деньги не приносят счастья. От связей на стороне одни проблемы. Когда проблемы стали сыпаться на Роберта одна за другой, я подумала, как тяжело нести бремя миллиардера. Когда я в первый раз смотрела, я все ждала, что с ним случится инфаркт, инсульт или что-то в этом роде. Мне финал не показался счастливым, хотя все проблемы были улажены, но он остался без жены, без любовницы и без денег. Вообще меня удивляют семейные люди, имеющие связи на стороне. Как у них хватает времени, энергии, изворотливости на левые походы. На сегодня все. Всем пока.